Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить классический бисквит. Готовлю его без разрыхлителя. Рецепт очень простой, и я уверена, он 100% получится у всех. Бисквит я готовлю из 5 яиц в стандартной форме 20 сантиметров. Я просто обожаю, когда вот слышу этот звук, как внутри бисквита лопаются пузырьки воздуха. Очень легкий и воздушный. Вес моего бисквита получается 524 грамма. И сразу хочу вам показать высоту бисквита почти 8 сантиметров. Сегодня я расскажу все нюансы приготовления бисквита, и с ним вы приготовите великолепный торт. Рецепт, можно сказать, элементарный. Просто нужно соблюдать некоторые правила. И в этом нет абсолютно ничего сложного. Для приготовления бисквита мне понадобится. Также под видео в описании я оставлю пропорции ингредиентов для одного яйца. Еще до начала приготовления теста надо подготовить форму и включить разогреваться духовку. Выпекать мой бисквит я буду вот в таком разъемном кольце. Установила диаметр 20 сантиметров. И сейчас кольцо я оберну фольгой. Здесь у меня даже 2 слоя фольги, чтобы фольга нигде случайно не прорвалась. Безусловно, бисквит можно выпекать в любой разъемной форме, какая у вас есть. На дно я выкладываю пергаментную бумагу. Высота моего разъемного кольца 8,5 сантиметров. Форму я сразу переставляю в противень, чтобы потом ничего не надо было передвигать. Форму маслом не смазываем, чтобы бисквит легче поднимался, так как тесто, когда растет, цепляется за бортики формы. И если они будут смазаны маслом, тесто будет просто соскальзывать. Я буду готовить бисквит классическим способом, разделяя белки и желтки яиц. Посуда, в которой взбиваем белки, обязательно должна быть чистая и сухая. В белки добавляю щепотку соли и постепенно буду всыпать сахар. Сахар лучше использовать мелкокристаллический. Когда появилась вот такая легкая пена, добавляю сахар постепенно и увеличиваю обороты миксера. Если вы будете использовать яйца комнатной температуры, в них быстрее будет растворяться сахар. Я хорошо взбила белки. Посмотрите, получилась вот такая белая пышная масса. На это я затратила примерно 5 минут. И сейчас по одному в белковую массу добавляю желтки и хорошо взбиваю. Посмотрите, какая в итоге получается воздушная, очень красивая масса. Она не растекается, она держит форму. Белки с желтками я взбивала еще примерно 2-3 минуты. И также сейчас в миску я добавляю экстракт ванили. Если вы будете использовать ванильный сахар, добавляйте его вместе с сахаром. Теперь в эту воздушную массу просеиваем муку и крахмал. Муку и крахмал я прямо в сите немного перемешаю. Добавляем небольшими порциями и перемешиваю лопаткой. Вот такими легкими движениями сверху вниз, чтобы сохранить всю пышность у теста. Обычно я добавляю примерно в 3-4 приема. Вмешиваем все аккуратно, но вместе с тем следим, чтобы не было непромеса. В итоге получилось вот такое очень нежное, пышное тесто. И сразу же отправляем его в форму. Разравниваю лопаткой. И можно еще воспользоваться вот такой деревянной бамбуковой шпажкой и прокрутить тесто по кругу. Тогда оно очень равномерно распределится. И теперь все отправляю в хорошо разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке.
А также очень много будет зависеть от того, в какого размера форме вы выпекаете бисквит, из какого материала она изготовлена. Чем тоньше стенки формы, тем быстрее выпекается бисквит. Форму я ставлю на второй снизу уровень. Включен верх и низ духовки. Во время выпечки дверцу духовки первые 30-35 минут не открываем. Когда у меня прошло примерно 35 минут после начала выпечки, я быстро проверяю бисквит на готовность. Тесто сверху должно пружинить, и деревянная шпажка должна быть сухой. Бисквит не любит резких перепадов температуры, поэтому после выпечки я на 10 минут оставляю его в выключенной духовке с чуть приоткрытой дверцей. Мой бисквит полностью готов, я его достала из духовки, всего он выпекался у меня 45 минут. Сейчас извлеку его из формы. Аккуратно тонким ножом пройдусь по краю формы. Посмотрите, какой красавец получился. Высокий, очень пышный. Оставляю его остывать на решетке. В принципе, из остывшего бисквита можно уже готовить торт. Но я рекомендую завернуть его в пищевую пленку и оставить на дозревание примерно на 8-10 часов. Тогда бисквит будет еще вкуснее, влага в нем распределится более равномерно, и его легче будет разрезать на отдельные коржи. В таком виде бисквит может храниться в холодильнике около 3 суток, и он будет оставаться таким же свежим, легким и воздушным. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!